Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем обратно прокачивать алтарь. Я каждую прокачку алтаря обязательно вам показываю, чтобы вы видели, сколько всего надо камней кровопийц для того, чтобы прокачать алтарь. Например, с 10 на 20, потом с 20 на 30, а именно сегодня мы будем качать его с 33 до 40 уровня. Я надеюсь, что у меня это получится. Но перед тем, как мы приступим к прокачке, ребят, обязательно, кто еще не подписался, подписываемся на канал, не забываем это делать. А также прошу вас использовать VPN для просмотра моих роликов, да и всех остальных роликов. Сейчас ситуация не сильно благоприятная, но если вы будете смотреть ролики с VPN, это будет намного-намного лучше. Спасибо вам. Итак, ребят, давайте смотреть на моего самого сильного персонажа, который у меня есть. На данный момент это Анир, и я в руки беру косу, чтобы посмотреть, сколько у меня атаки. Итак, у меня получается 28 672 атаки и без малого 90 тысяч хп. Очень сильно хотелось бы сегодня прокачаться достаточно сильно, да, чтобы у меня получилось уже 30 тысяч. Если я буду сейчас одевать кольца льва, да, у меня будет 30 тысяч, но так как я не играю с кольцами льва, они просто как бы для красоты и для красивых статистических показателей, я чаще использую все-таки кольца быка, потому что они дают плюс 10% к золоту. Ну что ж, давайте приступать уже к алтарю и посмотрим, сколько у меня получилось насобирать камней кровопийц. Итак, ребят, у меня за этот промежуток времени получилось нафармить 1671 камень кровопийц. Вы можете посмотреть, когда я писал последний ролик про алтарь, и посмотрите, за который промежуток времени у меня получилось столько всего нафармить. Итак, вы видите, что сейчас каждая прокачка будет стоить нам 100 камней кровопийц. Да, это реально очень и очень много, но, ребят, что поделать? Надо качать, надо поднимать свою атаку, потому что очень часто, когда я хожу в PvP режим, мне попадаются противники, у которых по 120 тысяч хп, а у меня 90, и это со мной играет злую шутку. Итак, мы уже понемножечку начали прокачивать, и вы видите, что с 35 по 40 уровень уже надо тратить по 150 камней кровопийц. Ну и ни много ни мало нам прибавляется за каждую прокачку 75 хп, 15 атаки, а также эффект красного сердца тоже увеличится на 15 пунктов. Я очень надеюсь, что у меня получится сегодня качнуть алтарь выше 40 уровня. Ребят, еще парочку прокачек будет до 40 по 150 камней кровопийц. И по факту у меня, в принципе, остается 811 камней. Сейчас у нас уже будет идти прогресс возвышения. Очень интересно, хватит ли мне этих 811 камней кровопийц, чтобы получить плюшки. А плюшки именно это 5% хп максимум увеличиваются. Также усиление снаряжения плюс 2% и шанс выпадения снаряжения в главах плюс 3%. Это очень-очень круто. Смотрите, здесь надо прогресс сделать 1500 очков. И, как я вам уже раньше говорил, ребят, самое первое, самое важное, надо закидывать сюда питомцев и кольца, которые вы никогда не будете использовать. Да, этот процесс сейчас будет занимать немаленький промежуток времени, потому что я сейчас буду искать все то, что мне не надо, и забрасывать. Очень плохо, что в момент возвышения у вас нету никакой таблички с градацией. Можно было сразу выбрать, например, все фиолетовое, или всех питомцев, или всех кольцев, чтобы их просто позабрасывать сходу и не рыться у себя в инвентаре, потому что у меня инвентарь реально очень-очень большой. Я ничего в последнее время не прокачиваю, кстати, ребят. Скорее всего, скоро будет ролик по прокачке инвентаря, потому что я уже собрал действительно большое количество разных шмоток, и уже приходит тот момент, когда надо его прокачивать. Возможно, у меня получится сделать еще что-то мифическое. Вы видите, процесс медленный. Я выбираю только тех питомцев, которые мне не надо. Я не беру сейчас, не вбрасываю в возвышение таких питомцев, как сова или призрак. Все-таки думаю, может их когда-то улучшат. У меня их еще нету мифического состояния, и из-за этого я все-таки думаю, что пусть они у меня будут. Вбрасываем бомбу, вбрасываем эльфа, вбрасываем кольца медведя, которые я вообще никогда в жизни не буду использовать. Для меня это бесполезные кольца, бесполезные питомцы. Да и вообще питомцы не играют сильно большую роль сейчас в игре. Даже несмотря на то, что нам питомцев добавили прохождению лабиринта, они все равно не играют большую роль. Так, у меня сейчас главный вопрос, хватит ли мне 811 камней кровопийц для того, чтобы получилось прокачать алтарь
до 40 уровня, вот этот прогресс возвышения. Уже мы, смотрите, преодолеваем практически отметку в 1000. Блин, почему у меня такой инвентарь печальный? Почему у меня нету сразу всего фиолетового, чтобы быстренько прокачивать? Надо об этом, ребят, подумать и уже перед следующим роликом оставлять только фиолетовые шмотки, чтобы это не занимало так много времени. Так, 1100 мы уже преодолели. О, смотрите, эльф синий, это очень-очень хорошо. Уже, считайте, 1200, уже совсем-совсем скоро мы будем прокачивать, потому что, в принципе, я так понимаю, что мне хватит камней кровопийц. Уже 702 трата, получается, 720, 774. Так, это уже перебор, давайте вкинем что-то такое более послабей. И да, ребят, у нас это получается, 1500 возвышения мы собрали, 750 камней кровопийц надо для того, чтобы перевести вот это возвышение к 41 уровню, так что это очень и очень круто, и мы сейчас с вами, после того, как нажмем кнопочку возвышения алтаря, получим свои долгожданные бонусы, даже еще камни кровопийц у нас останутся. Итак, ребят, что же мы получаем? Это плюс 5% максимальное здоровье, целительный эффект красного сердца остается 5%, усиление снаряжения у нас увеличивается на 2%, и шанс выпадения снаряжения еще плюс 3%. Это очень-очень круто, потому что чаще будут падать шмотки, и вы таким образом быстрее сможете прокачаться. А вот тут, ребят, самое-самое интересное. Смотрите, следующий, чтобы прокачать с 40 на 41 уровень, надо 200 камней кровопийц. Это просто ад. Вот серьезно, я не знаю, сколько надо фармить, сколько надо времени проводить в игре, чтобы это все нафармить. И вы сейчас представьте, что вот эти 5 уровней надо по 200, это уже 1000 камней кровопийц. Потом, если по 250, еще 5, это еще 1250. Ну, короче, это очень-очень много. Я постараюсь, конечно, играть, постараюсь, конечно, фармить. Но, ребят, я очень сомневаюсь в том, что у меня это будет получаться так, как получалось раньше. Итак, у нас по факту получается практически 29 тысяч атаки и 93 тысячи хп. Если я сейчас одену кольца льва, вы видите, что я уже преодолел отметку в 30 тысяч атаки, а именно 30 448 атаки, но все равно, ребят, это мало, хотелось бы все-таки, чтобы у меня с кольцами быка получалась такая цифра, потому что с ними я гоняю во все главы, во все приключения постоянно. Ну, вот как-то так. Я очень надеюсь, что в следующем ролике мы уже сможем с вами прокачивать шмотки, мы преодолеем тот рубеж, когда я уже наконец-то соберу демонический меч Град до мифического состояния. Также браслет быстрой стрельбы, я его тоже очень сильно хочу прокачать к мифику. И, ребят, вы видите, что у меня уже 133 миллиона золота. Еще будет ролик по прокачке шмота. Вот там я точно думаю, что я уже смогу преодолеть даже в 35 тысяч атаки, а это уже будет очень и очень сильно. Также в последнее время я начал использовать медальон кровожадности. Он тоже очень-очень крутой. Вы видите, что я его качаю, в принципе, по чуть-чуть. Тоже хочу его сделать мифического состояния, и я надеюсь, что у меня это все получится. Ну что ж, ребят, таким получился ролик. Я надеюсь, что вам очень-очень было интересно. Не забывайте устанавливать на свои мобильные устройства или на компьютер VPN для того, чтобы вы просматривали мои ролики. Это незаменимая поддержка этого канала. Вам всем спасибо, ребят, и до скорых встреч. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.